Про польскую политику можно все, что хочешь. Но, будем честными, поляки тоже часто знают про польскую политическую систему. Я не понимаю, правые, левые, красные, белые, коммунисты, специалисты, снайпера. Объясни мне прям с самых азов. Надо было карты Таро взять с собой хотя бы. Это историческое сейчас происходит. И на самом деле, вот. Принято в Польше в семьях, в обществе обсуждать, а за кого ты будешь голосовать. Суд подтвердил, что этот публицист имел право назвать Анджея Дуда дебилом. Самое обидное, это когда поляк кричит: «Пребаны украинцы спердалайче стонт, а ты белорус». Польска для поляков, ну и могут быть белорусы и украинцы. Поле, а там поляки между собой. И они такие стоят, и один другому говорит: они без нас начали. Голодные игры. Политика на пальцах. Фраза «я вне политики» для украинцев несет очень глубокий смысл. Мы с этой фразой еще, наверное, с 2014 года взаимодействуем. Я сейчас говорю, у меня реально мурашки по коже, как у украинца, да. Сегодня мы с тобой поговорим про запрещенку. Наконец-то на нашем канале запрещенка. Мы когда-то на канале говорили, что мы, ребята, будем говорить с вами про бизнес, про успех, даже про успешный успех. Но мы не будем говорить про секс, религию и политику. Но сегодня будет запрещенка. И, пожалуйста, рекламная пауза, угадайте, о чем мы сегодня будем говорить. Вы это знаете, мы будем говорить про политику. И наш канал — это About Польша, да, и вызов, который мы перед собой ставим, это разобраться в том, что такое Польша. Что такое недвижимость в Польше, бизнес в Польше, люди в Польше. Вне политики не получится, да, и ты, Кирилл, эксперт, мы сейчас познакомимся, да, еще познакомим тебя со зрителями. Ты тот человек, ты наш проводник, ты наша надежда на то, чтобы мы разобрались в польской политике. Простой люд, простые смертные разобрались в этом и поняли, как она работает, ответили на этот экзистенциальный вопрос. Все-таки мы тут, живя как иностранцы, можем быть вне политики? Или же мы должны этим интересоваться? Меня зовут Кирилл, и я на самом деле уже 19 лет живу в Польше. Вот, я белорус, и мы с моим хорошим другом Максом ведем последние полгода подкаст про польскую политику «Зроблено у Польши». На белорусском. На белорусской мове. Так мы познакомились. Я всю жизнь интересуюсь политикой очень сильно. Вообще у нас на самом деле в Беларуси, откуда я родом, тоже фраза «я вне политики» имеет очень глубокий смысл. Правда, немножко другой, чем в Украине. Но от этой фразы у меня точно так же мурашки по коже, на самом деле. Из-за того, что люди не интересуются политикой, возникает потом очень много проблем. Вообще, я очень люблю такую фразу, что важно самому хотя бы немного интересоваться политикой, иначе просто в какой-то момент политика начнет интересоваться тобой, и будет уже очень поздно. Мы снимали подкаст на тему культурного кода поляков. И у нас был один из гостей, это комик. Это парень из Украины, но он в Польше тоже давно, он тут учился и даже преподавал в университете. Он говорит, что про польскую политику можно все, что хочешь. То есть это настолько свободная страна, что действительно, ну и это я в хорошем контексте сейчас говорю, что действительно это можно говорить. Как ты считаешь, правда это или нет? Насчет того, что можно говорить практически все, что захочешь, да. Да. Ну, понятно, в адекватных, без лозунгов. Естественно. Я люблю Россию и все остальное, а я имею в виду в формате своей. Любой, кто скажет открыто «я люблю Россию», Польша, скажем так, далеко не заедет на самом деле. Вот. Говорить можно все. Польша — это состоявшаяся демократическая страна. Вот. Это я хотел услышать. Я вам расскажу такую историю, что есть даже один такой публицист, который написал, что Анджей Дуда дебил. Насколько я помню, там Твиттер или Фейсбук, короче, вот как-то так. Естественно, прокуратура возбудилась, потому что в Польше есть статья за оскорбление президента. Вот. И суд подтвердил, что этот публицист имел право назвать Анджея Дуда дебилом. Вот так вот. Вот. Что это не было какое-то такое серьезное оскорбление. Вот поэтому вот как бы так. Если я скажу, что дебил Ярослав Качинский, меня никто точно не убьет, никто в тюрьму не посадит. Точно то же самое я могу сказать про Дональда Туска. Вот. Как бы так. Интересно. С этим здесь на самом деле все свободно. Согласись, что это важный вопрос, потому что это именно то окно Овертона, да, которое либо сужается со временем и приводит к каким-то странным последствиям, либо наоборот, оно как бы присутствует, и ты себя в том числе чувствуешь свободно и защищенно. Ты понимаешь, что ты в демократической стране находишься, свободной. На самом деле,
Белорусам немножко с этим тяжелее, потому что пару лет привыкаешь к этой свободе. Да вам вообще тяжело к этому привыкнуть. Ну. Да, на самом деле. Вот. Но потом как-то оно так все разглаживается нормальненько, и пошло-поехало. Отлично. Вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересен бизнес в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал. А если вы реально настроены делать бизнес в Польше, то мы можем вам в этом помочь. Во-первых, в формате обучения у нас есть классный обучающий продукт по старту и ведению бизнеса в Польше. Во-вторых, консультацией. И, в-третьих, услугами. Регистрация компании, ИП и налаживание бизнес-процессов. Внизу под видео вы найдете все ссылки и продолжаем смотреть выпуск. Что такое польская политика? Я сегодня буду задавать много, наверное, глупых для тебя вопросов. Почему? Да? Глупых вопросов не бывает. Спасибо, ты как хорошая профессиональная учительница, знаешь меня за этот. Я ставлю такой вызов сегодня в этом подкасте, дать людям базу. Мы будем записывать серию выпусков, ребят. Если вам понравился этот выпуск, давайте вы напишите слово «политика», и мы тогда будем знать, что вам эта тема интересна, и мы будем дальше приглашать Кирилла и повышать вашу экспертизу в этом вопросе. Сегодня ставлю такой вызов перед нами, это разобраться в базе, в том, что такое, как базово выглядит политика в Польше, политический устрой, если так можно выразиться. Обсудим контекст, который сейчас будет, это ближайшие выборы президента Польши. На самом деле мы в данный момент находимся просто в середине бурного процесса, который называется президентские выборы. Да. То есть это историческое сейчас происходит? Историческая на самом деле. Вот очень хорошо сказано. Все бурлит, кипит. Возможно, люди, которые немножко меньше следят за новостями, этого могут пока что не замечать. Но примерно через какой-то месяц, особенно когда станет теплее, начнутся митинги, манифестации, шествия. Мы живем в Варшаве, поэтому Варшава столица, и тут, конечно, этого будет очень много. Польская политика, она очень интересная. Это вот скандалы, интриги, расследования дословно. Тут постоянно что-то интересное происходит. Например, людям из Украины это немножко более понятно. Вот, более привычное. Более привычно, да. У вас все-таки нормальная конкурентная политика существует, в принципе, с самого момента развала Совка. У нас ситуация, немножко другая, скажем так, вот, поэтому люди вообще не привыкшие. И приходится просто объяснять буквально вот на пальцах. Политика на пальцах. И да, я думаю, что самый лучший вариант — это просто начать вообще с базовой базы, вот, потому что я вижу по многим своим знакомым, которые живут чуть меньше, чем я здесь, в Польше, они зачастую вообще ничего не знают про польскую политическую систему. Но, будем честными, поляки тоже не знают про польскую политическую систему. Да, как и многие украинцы, вот тут слушатели, смотрители собрались самые интересные, самые умные зайки, которые хотят во всем разобраться. Но если серьезно, это много предпринимателей, которые понимают ценность этого вопроса. Но давай берем основу. Я не понимаю правые, левые, либералы, эти, я не знаю, красные, белые, коммунисты, специалисты, снайпера. Объясни мне прям с самых азов, что это такое. Начну с самых азов. Коммунисты в Польше просто запрещены. Коммунистическая идеология, она находится под запретом наравне с нацистской, что очень правильно. Что не просто очень так. Правильно, да. За выход на улицу с флагом, серпом и молотом можно иметь большие проблемы, уголовные проблемы именно. Польша — это парламентская страна, где конкурентная парламентская политика, есть несколько крупных лагерей политических. Вот. Основные из них, я думаю, многие слышали, «Право и справедливость». Да. Это вот такие правые. Вот есть конфедерация, это еще правее, то есть такие вообще ультраправые, ультрасы. Вот. И есть такой какой-то условный центр, где, например, находится маршал Сейма Шимон Головня, который в данный момент является спикером дружбанной партии там, ПСЛ и Польша 2050. Вот. Есть центр-левая, гражданская платформа обывательская Дональда Туска, вот нынешнего премьера. И есть еще так званые леваки. Вот это, такие там уже марксисты-ленинисты, скажем так, зачастую. То есть они еще существуют с этими нарративами, да? Они, конечно, никогда нигде не принесут там фразочку про Ленина или про Маркса, естественно, вот, но по своих взглядах некоторые из них такие довольно левые люди в лучших традициях марксизма. Когда мы говорим правые или левые, что это означает? Это просто формулировка такая, либо... На самом деле нет. Вообще в каждой стране понятие немножко другое, вот.
В целом, всегда взгляд одной партии надо разделять на две части. Есть экономическая составляющая и есть составляющая такая мировоззренческая. Да, то есть вопросы каких-то там традиций и так далее. Польша традиционно считается, что делить партии надо по принципу мировоззренческому. То есть отношение к вопросам, связанным с традициями и обычаями. Да? То есть, например, там права женщин, права там ЛГБТ, либо еще чего-то, находятся в такой главной линии раздела. По их взглядам. По их взглядам, да. Окей. Ты вначале сказал парламентская какая? Парламентская. Парламентская это что? Форма правления страной, да? Да, что это на практике означает? То есть как эта структура? Практически вся сила, центр силы в Польше находится в Сейме. Сейм, как Верховная Рада в Украине, да. То есть это представительский орган, который мы избираем, голосуя за определенные партии. Там 460 дармоедов, как иногда говорят, сидят. Поляки тоже так говорят? Тоже так говорят, естественно. Поэтому, в принципе, я думаю, политиков очень многие не любят в очень разных странах, поэтому как бы это нормальное явление. И они сидят там за наши налоги, которые мы тяжко... За наши питы, да? За наши питы, титы и прочее. Изусы, да. Изусы, да. Вот они сидят и часто занимаются откровенной херней, но при этом у них вся власть находится. Но при этом есть еще президент, который в Польше, значит, все-таки гораздо меньше, у него не так много полномочий. Поляки сами про это многие не догадываются, и поэтому президентские выборы всегда самое яркое зрелище. Ага. Они не догадываются, думая, что все-таки у него больше полномочий, да, а на самом деле у него меньше их. Да, очень многие думают, что у него гораздо больше полномочий, чем у него есть на самом деле. Есть на самом деле. А давай эту тему сейчас... У нас этот будет вопрос чуть позже, но мне кажется, его важно сейчас обсудить, размотать, да, какие есть полномочия у президента и у Верховной Рады, неправильно, у Сейма. У Сейма. Да, у Сейма. Вообще у президента Польши власть в основном так называемая негативная. То есть он может не подписать какой-то закон, наложить вето. Либо направить его в Конституционный трибунал. Плюс у него там еще есть несколько полномочий. Например, он является все-таки главой государства, да, и верховным представителем на международной арене, то есть по заграничным вопросам. То есть он главный инфлюенсер. Можно так сказать, да. И на самом деле бывали случаи, когда президент с премьер-министром в Польше начинали бодаться рогами. Так было, скажем так, 15 лет назад, когда еще был жив президент Лех Качинский. И они с Дональдом Туском, как два альфа-самца, порой даже были такие реально случаи, боролись за кресло при переговорном столе в Брюсселе. Физически? И реально физически. Я просто помню, как Леху Качинскому принесли дополнительное кресло. Потому что они, все уже расселись, и они все никак не могли решить, кто из них главнее. Такие курьезные ситуации на самом деле. Окей. И структура получается такая, что сначала выбирается Сейм, да, люди голосуют за партии, и потом выбирается президент, и мы сейчас находимся в процессе выбора нового президента. Да, то есть Сейм выбирается раз в 4 года, президент раз в 5 лет. Раз в 5 лет. И такой цикл повторяется постоянно. Интересно то, что, насколько я знаю, 2024-2026 это год во всем мире, где как-то по стечению этих пересечений, да, и астрологии очень много во всех странах происходят выборы. Во всех странах много так выборов. Сошлись звезды. Так просто сошлись дедлайны, да, и Польша не исключение. У нас одни крайности. Левые и правые. Объяснил, понятно, но не до конца понятно. Нам надо понять, кто из них за аборты, кто против, кто за мусульмане, кто против, кто пишет в комментариях украинцы спердалай частонт, а кто говорит, что украинцы, они создают рабочие места и вообще-то что-то делают хорошее. Короче, вернемся к нашим баранам, то есть к политическим партиям и польским политикам. Левых и правых, эту черту, дефиницию. Короче, я думаю, что люди, которые хотя бы иногда читают новости, они примерно могут знать хотя бы название этих главных политических групп, да, партий. Да. То есть я начну справа и долева. Есть конфедерация, потом идет «Право и справедливость», посередине ПСЛ и Шимон Головня со своей партийкой, скажем так, потом идет гражданская платформа обывательская, и потом левая. Если мы поговорим про такие базовые вопросы, типа, например, права женщин, отношение к мигрантам и, например, права меньшинств, да, то самое лайтовое и самое позитивное отношение к этим вопросам у левых.
Вот. Они за все хорошее против всего плохого, вот, скажем так. Потом идет гражданская платформа, которая, скажем так, ну, есть нюансы, вот, где-то тут что-то не так, вот, немножко обрезать, чуть-чуть уменьшить, ну, но все равно к этим вопросам тоже отношение в целом позитивное. Потом идет центр, где вот головня с ПСЛ, у них уже, скажем так, подход гораздо более резкий. Вот, например, аборты нет. В смысле, мы запрещаем их делать, аборты да, мы запрещаем и не особо собираемся разрешить, но они, например, допускают возможность проведения референдума по этому вопросу. Права меньшинств, например, они тоже все делают с оглядкой немножко на костел, вот, который стоит там и грозится им, что там отлучим от церкви, если что, да. Вот, поэтому они так очень осторожны в этом вопросе. Потом идет право и справедливость. Это уже такие вот праваки, скажем так. Вот, они против абортов, против там прав меньшинств. К миграции у них отношение немножко двоякое, скажем так, потому что, ну, в принципе, во время их правления Польша приняла столько мигрантов. Тоже, да, причем огромное количество, на самом деле. И потом уже идет конфедерация. И вот конфедерация — это уже такие правые. Вот. У них запрет абортов, никаких вообще прав дополнительных ни женщинам, ни меньшинствам. И отношение к Европейскому Союзу, скажем так, очень-очень скептическое. Тоже максимально правое. Максимально так правое. Понятно. И как на это накладываются такие слова, как демократы, республиканцы или еще кто-то? Вот я сегодня... Это очень, кстати, хорошее сравнение. Да, я сегодня общался тоже с белорусом, мы тебе аудио записывали в Телеграме, хороший парень, и он тоже интересуется политикой. И я говорю, ну смотри, есть же там демократы, демократия, есть там республиканцы. А он мне говорит, братан, это в Америке, ты как бы не в той вообще степи. Я такой, окей, все, понял. Или нет? Расскажи. Не, вообще, на самом деле, сравнение довольно хорошее. Единственное, что в Америке сложилась столетиями, уже можно сказать, двухпартийная система. Да. Вот третьих партий, ну, они там типа есть, вот, но их никто не видит. Вот. Они как суслик, да, то есть из фильма ДМБ. Но на самом деле сравнить немножко можно, потому что в польской политической системе тоже, скажем так, есть две основные партии. Это вот «Право и справедливость» и гражданская платформа. И вот если их, скажем так, очень упрощенно, конечно, там сравнивать, то гражданская платформа — это вот как в Америке демократы, то есть такие чуть-чуть левее, вот, за большую такую, скажем так, свободу самовыражения. Это у нас вот эта категория, как это я показывал. Это вот категория здесь. Понял. Да. А право и справедливость — это такие республиканцы. Типа давайте оружие пусть будет. Вот, кстати, про оружие здесь нет. Оружие — это в Европе вообще такая тема очень... Ну, я пытаюсь аналогии, что республиканцы... За традиционные ценности, вот. Да, все. Это вот хорошее описание, на самом деле. Традиционные ценности. Да, традиционная семья, традиционная роль женщины, готовить, убирать желательно. Окей. Ну, вот все такое. Ну, так понятно, слушай. Какую роль в польской политике играет церковь? Очень большую. Я тоже это слышал, но Очень. Мне бы парочку аргументов. Или какие аргументы и факты. Слушай, вообще, на самом деле, сами поляки очень часто шутят, что польский костел католический — это партия. Вот. И на самом деле что-то в этом есть. Почему оно так получилось? Ну, получилось просто исторически. Вот. Костел всегда играл очень важную роль. Особенно в последние там несколько десятилетий перед развалом Совка, то есть в коммунистической Польше. Вот когда под пригнетом коммунистов им жилось тяжело, люди боролись за свою свободу, а костел был для них такой отдушиной, это во-первых. А во-вторых, костел играл очень важную роль в поддержке людей. Вот. И место сборки, даже физическое. Да, вообще в целом костел занимал полностью практически антикоммунистическую позицию, очень твердую. Вот, был постоянно в оппозиции, и власть боялась с ним что-то сделать, потому что тронешь костел, тебя сметут. Тут, конечно, еще была парочка людей, которые вот именно из костела, которые очень сильно повлияли на это. Ян Павел II, памятник которому мы, наверное, можем увидеть в каждом польском городе. И обязательно есть улица, обязательно есть школа. Яна Павла есть либо улица, либо проспект. Это просто обязательно в каждом городе. Вот, плюс был там еще такой, например, ксенц Ежи Попиушка. В Варшаве, кстати, есть улица его имени. Его злые, подлые коммуняки, к сожалению, убили очень жестоко. Вот, и он, по-моему, его даже святым объявили уже как-то там какое-то время назад. Вот, то есть это такая тоже знаковая фигура. Вот, и к развалу Совка костел подошел как организация с очень большим капиталом социальным, то есть такой поддержкой, знаешь, люди в них верили, люди им были благодарны за все, что они сделали. И костел очень умело перековал этот капитал в капитал политический. Как бы условно воевать уже было не
Не с кем, да. Ну, я имею в виду внешнего врага. Главный враг исчез, совок пропал, коммунисты растворились, там, разбежались кто куда. Вот, и костел стал рука за руку с политиками вершить судьбы людей. Например, они вот запретили аборты в 93-м году. То есть это их был импакт, да, который... Они пролоббировали, они очень хорошие лоббисты. То есть вообще, да, черный, в Польше так иногда говорят, черный лоббинг, ну, по цвету сутанны, что они в черных сутаннах. Такая немножко, скажем так, квази-мафиозная структура. Мир разделяется на две категории. Первый — это те, кто еще больше смотрит этот быстрый мусорный контент, и на тех, у кого есть потребность смотреть классный, глубокий контент. Я верю в то, что подкасты — это один из лучших способов быстро создать связь с аудиторией, раскрыть вас как бренд личности, либо ваш продукт. Я знаю, что многие из вас хотели бы быть на этом месте и записать подкаст на самом большом YouTube-канале о бизнесе в Польше. И отличные новости. Сейчас это возможно. Внизу под видео есть ссылка. Там вы найдете формат работы, наши кейсы, отзывы и стоимость. Буду рад сотрудничать с вами и продолжаем смотреть выпуск. Честные выборы в Польше. Да, существуют ли честные выборы в Польше? И наши избиратели, в том числе часть из них уже... тоже поляки, да, хотят это знать. И есть ли тут какие-то взятки, лопухи, как это работает? Честные выборы в Польше — это не миф, это, ну, реальность на самом деле. Вот Польша — это та страна, у которой получилось. Полякам за это реально от меня браво, потому что они успели вовремя прочувствовать тенденции в 90-е годы, когда вот формировалась всякая такая верхушка богатых людей новых, да, новых поляков, скажем так. Они создали разные механизмы, которые позволили не появиться олигархам, которые влияют на политику. То есть, ну, конечно, в Польше тоже есть очень богатые люди, тоже есть миллиардеры, но они с политикой вот так вот немножко, знаешь, сторонятся. Не то чтобы сторонятся, но, по крайней мере, никогда этого не афишируют, не лезут напрямую. Вот. А в Украине, ну, получилось немножко по-другому, конечно. Ну вот, да, поэтому... у нас там в Украине даже они пытаются запустить сети а-ля там в рекламные медиа, в СМИ и завладеть всем. Люди пытаются завладеть всеми источниками власти. В Польше получилось как-то это отделить, на самом деле. И я даже вот знаю от журналистов польских, что, например, очень богатые люди, у которых сотни миллионов злотых, чтобы встретиться с какими-то политиками, они не могут просто вот там прийти и постучаться в дверь и зайти, они через какие-то каналы, через каких-то общих знакомых пытаются как-то подлизаться, чтобы их допустили вообще к политикам. То есть нет вот этого такого срастания, да, как в некоторых других странах получилось. А как ты думаешь, почему им это удалось? За счет чего? И второй вопрос, если мы проведем параллель со всем остальным Европейским Союзом и странами, которые входят в него, то везде ли так? Ну, это субъективно, да? На самом деле не везде. Вот, кстати, Венгрия — это вот такой пример. Кстати, где, да. Венгрия — это вот такой пример, где сначала у страны получилось, а потом не получилось. Откатилось, да. И вот Орбан, который правит там уже 15 лет, его друзья, олигархи венгерские, они владеют СМИ, и, скажем так, они контролируют страну, и там так довольно хорошо развитая пропаганда. Конечно, диктатурой это назвать вообще никак невозможно. Если кто-то говорит, что Венгрия — это какая-то там диктатура, то он просто врет, либо просто не разбирается. Ну, такой мягкий авторитаризм, скажем так. Что-то вроде России с самого начала 2000-х, вот если можно сравнивать. Тогда окно Авертона еще было вообще широкое и совсем другим, и были только первые отголоски непонятности, неадекватности. Тогда еще никто не мог представить, куда это все зайдет. Да. Многие там наши ребята, кто приезжают сюда, украинцы, белорусы, говорят, что поляки националисты. И тот, кто встречался с какими-то негативными кейсами, ситуациями, не знаю, в трамвае кто-то нагрубил, или действительно там у меня была знакомая, которая сказали, она говорила там на украинском или на русском языке, и поляк это услышал, и там что-то нагрубил, да, то есть есть те, кто говорят это с негативной точки зрения, и есть те, кто говорят с позитивной, как бы респектуем. Как ты считаешь, действительно ли это так? Действительно ли они националисты? Кто такие националисты в твоем понимании? Да? И вообще, что с этим делать? Не, на самом деле поляки националисты. Да, националисты вообще в разных значениях этого слова, потому что, на мой взгляд, люди забывают, что национализм — это не обязательно про ненависть
к кому-то там, вокруг, возможно, это к про каким-то любовь соседям. к своей вот. истории. Для меня в целом, лично, скажем так, национализм — это именно про любовь. Про любовь к своей стране, своей культуре, своей мове. Вот поэтому наш подкаст выходит на белорусском языке. Это у нас была такая Ссылка на который в описании. принципиальная позиция. Подписывайтесь, если вам будет интересно. В целом, в Польше националистические взгляды были всегда очень довольно сильными. Вот. Почему так получилось? Польша после Второй мировой войны, когда вот расчертили в Ялте новые границы, да, там часть земель отдали там белорусам, украинцам, у немцев забрали часть их восточных земель, там Щецин, Вроцлав, и потом еще люди переселяли туда-сюда, то есть так расчищали в национальном плане страны, то Польша стала одной из самых этнически чистых, это плохо прозвучит, но мононациональных стран. То есть поляки здесь составляли там 95-97% населения. Гораздо больше, чем во многих других странах. Потому что, даже в Беларуси у нас приличное меньшинство, там русские. Русские, украинцы, да, украинцы, там литовцы. Поляков да? очень много, есть литовцы. Поляки. Вот. То здесь оно все было так очень чистенько. Вот. И поляки, они очень привыкли жить только среди поляков. Вот здесь, в Польше. При этом, что интересно, сами поляки очень любят эмигрировать. Да, и по всему миру живут многие миллионы, скажем так, мягко говоря. Вот. И к чему это привело? К тому, что когда поляки видят иностранцев, а особенно иностранцев с Востока, накладывается на это исторический опыт. Вот, все эти обиды, которые были со стороны России, со стороны Совка потом, часто бывает такая негативная реакция, к сожалению. Флэшбэк такой, да? Флэшбэк. Но в случае с украинцами там еще есть одна большая проблема. Да, там еще есть. Там одна очень большая проблема. Да. Историческая. Это в итоге им идет в плюс, я так считаю. Потому что, смотри, я не знаю, есть ли у тебя ответ на этот вопрос, но что очень важно и какую обратную связь дают наши клиенты, кому мы там компании в Польше регистрируем, то, что я выбираю Польшу, потому что здесь нету, там, кроме таких иностранцев, как украинцы, белорусы, и там филиппинчики какие-то, и там индусики, тут нету сирийцев. Арабскоязычных. Да, арабскоязычных, сирийцев, тут их нет. Точнее, они есть, но их по сравнению с Бельгией, Германией... Конечно. Да, я бывал и в Бельгии, и Германии, да. Эта тема, скажем так... Что, это политический какой-то... Как им это удалось? Это вот как раз эта националистическая история, да, канву, которую они держат? Или за счет чего? Вот этот их национализм и нежелание принимать людей из абсолютно чуждых культур, потому что белорусы и украинцы для поляков свои родные люди, на самом деле. Мы столько лет, столетий жили в одной прекрасной стране, которая называлась Речь Посполитая. Вот, поэтому не привыкать. Да, и плюс у каждого второго белоруса есть какие-то корни там либо в Литве, либо в Польше. Я думаю, что украинцев у многих, особенно с западной части, там вообще, да. точно так же будет. Почему поляки не приняли таких мигрантов, про которых ты говоришь? Тут и костел тоже. Католичество завязано на том, что оно должно быть католическим. Криво смотрит на мусульман, вообще на ислам в целом. Это все-таки враждебная религия. Столетиями воевали, крестовые походы, все дела, резня туда-сюда. То есть поэтому исторически у поляков сложилось просто непринятие именно этих мигрантов. И на них они смотрят практически хуже всего, можно сказать. И идет полное отторжение, на самом деле. Хуже всего они смотрят, конечно, на русских. Да, и справедливо. И так правильно. Как им это удалось? То есть за счет какой политической силы и воли им это удалось? На самом деле эта вся тема с такой массовой миграцией тех же сирийцев в Европу, это был 15-й год. Да, то есть когда эта большая волна, я думаю, что люди, которым там больше 20, могут помнить. Когда через Турцию, и не только через Турцию, через Средиземное море и так далее, просто повалило цунами настоящее, да, когда там просто прорывали границы. На лодках они же там плыли. Лодки — это еще ничего. Хуже всего было, когда они шли пешие колонны из Сирии напрямую, и я помню, я был в тот момент в Будапеште, Венгрию очень сильно задело, потому что через Венгрию просто они все шли, естественно, не в Болгарию и не в Румынию, они все шли в Германию. Потому что в Германии вкусно кормят, на самом деле. Просто в Будапеште на улицах, пешеходных переходах были сотни людей просто в спальных мешках и так далее, да. Это очень испугало вообще очень многих людей в Европе. И в Польше тогда как раз были выборы. Выборы были и парламентские,
и президентские. Те выборы выиграла «Право и справедливость» Ярослава Качинского. А где они? Нарисуй их еще раз по своей шкале. Вот здесь. О, так После них конфедерация. То есть там уже вообще, прям... Конфедерация это уже вообще очень, очень направо, да. А эти такие, Получается, на тот момент выиграли достаточно вот правы. на волне вот этой вот волны миграции, потому что поляки с ужасом сидели перед телевизорами и смотрели, что происходит в той же там вот в Венгрии, в Германии, вот сирийцы. И для поляка среднестатистического представить себе, что сейчас сюда переедет миллион сирийцев, было как конец света. ПиС очень умело сыграл на этой карте, вот, и у них получилось. И, в принципе, на самом деле, они хорошо сделали. Вот тут их надо похвалить. Почему, тогда такой вопрос, почему их нету сейчас здесь в Польше по-прежнему? Как им удается? То есть я, насколько знаю, как вот просто, что я слышу от людей, Германия, там, условно, Евросоюз давит на них, да, чтобы они это сделали, а они это все равно... Польша сопротивляется всеми возможными силами. То есть это правда? Это правда, потому что та политическая сила в Польше, которая начнет их массово впускать, она просто проиграет ближайшие выборы сразу. Точно. Сразу же, и с треском просто таким, что мало не покажется. Им вообще придется убегать из Польши, на самом деле. Возможно ли здесь революция, да, как в Украине? Продолжая сейчас, точнее, завершая тему национализма, да, это близко почему-то для меня в сознании в моем с революцией почему-то, да, с гражданской какой-то позицией со своей. Помнишь, в том файле привел пример французской революции? Да, помню. Которая очень известная, я ее даже в школе. 3 вещи, которые я запомнил почему-то, знаешь, из области. Тарас Шевченко и революция во Франции. Что в Польше? Какая твоя точка зрения, да? Может ли такое здесь произойти, свержение там власти, которая... Скажу так, отвечу сразу очень коротко на, скажем так, вообще в целом. На данный момент нет. Вот. Но вообще в целом поляки, они люди, которые борются. Вот. Они все 44 года коммунистического режима постоянно давали коммунистической власти пиздюлей. Да. Были постоянные забастовки, причем очень массовые. Были постоянные выступления. И за вот эти почти 20 лет жизни в Польше познакомился с очень большим количеством людей, которые вот участвовали в этом всем так, своими руками, да, скажем так. Такие змагары, как у нас говорят. Сколько им лет сейчас, те, кто участвовали, с кем ты общался? Вот я помню, я когда приехал в Польшу в 2006 году, вот я переехал, тогда было как раз 50 лет восстания в Познане. В 1956 году было большое такое восстание антикоммунистическое в Познане. Его жестко подавили. То есть тем людям в тот момент было вот по 70 лет примерно. Так, да. То есть я думаю, что многих из них уже нет просто. Сейчас столько уже лет прошло, да. Они давали хорошо просраться. Конечно, это происходило, знаешь, так волнами, типа. Повыступали, поборолись, власть придавила, немножко утихла, потом опять взрывалась. Вот. Это баланс между страхом людей, да, потому что его подавляют, и их волей и желанием быть свободными. Да, то есть есть период подъема такого национального, знаешь, что там все, идем бить коммунистов. Там, да, на вилы. Вот. И правильно. Вот. Потом коммунисты вводят, у нас это называется ОМОН, у них это называлось ЗОМО, очень похожее подразделение. Вот. Всех лупасило, кого-то убивало. Тут бывали жертвы и очень часто. Начался период реакции, когда типа так тихо. Все по подвальчикам, в подполье. Вот. А в результате это привело к тому, что, я думаю, в принципе, многие люди, наверное, слышали про военное положение в Польше. Его ввели в 1981 году, когда там в 6 часов утра генерал Войцех Ярузельский в военной форме выступил по телевизору и сказал, что все, мы все закрываем, солидарность делегализована, да. Вот. Очень много людей покидали в тюрьму, и так было не очень весело. Вот. Поэтому в целом поляки, да, у них все возможно. Если их кто-то сильно вкурвит, то этому кому-то мало не покажется. Вот. У них даже есть такое выражение «вывезть на тачках». Вот тачка — это вот эта вот строительная тележка, да, что мы вас погрузим и вывезем, да? Как у вас мусорные баки в свое время. А если проводить аналогию с этой французской революцией? С французской революцией? Я вообще не знаю, возможно ли в наше время где-то такая революция, как вот французская. Как-то да, Потому что французская революция — это был такой вообще коренной перелом, вообще полностью сломление старой системы и построение вообще абсолютно чего-то нового. Абсолютно нового общества. Вот. Ее можно там как-то там более-менее сравнивать там с революцией Рашкинской. Такая революция в Польше точно невозможна, вообще нет предпосылок. Но и, возможно, в ней нет смысла в данный момент. Да. Все хотят вкусно есть, тихо спать, мирно, спокойно. Все хотят есть хабовые, да, и фрытки. Да. Нормально все. Именно так. Даже пример из последних парочки лет. Если поляков что-то
Я думаю, вы же, ребята, живете здесь 10 лет. Да. Вы видели, что было в 2020 году. Вот, когда запретили аборты, и какой начался шорох по всей стране. Это у меня тоже наклейка была. Перекрывались дороги, жгли там шины. Вот, даже был создан координационный совет, я помню. А какой сейчас статус этой ситуации? Она вот заморожена в том же самом состоянии. Просто до сих пор. Да, то есть, в данный момент, получается, законодательство или конституция? Нет, законодательство. Это по закону, да. По закону. Запрещено делать аборты. Практически во всех случаях, да. То есть там есть... Началось все из-за ситуации, когда женщина умерла из-за того, что она не сделала аборт, а его нужно было сделать. Там на самом деле, да, вот была показания. такая ситуация, что ввели этот запрет о совершении аборта в ситуации, если плод болен сильно. Вот. Это уже вызвало просто очень большое возмущение, особенно среди, понятно, женщин. Ну да. Вот. Ну и вообще в целом молодых людей особенно. И начались случаи со смертями. Такой случай был не один, на самом деле. Их было несколько. Вот. Когда врачи просто раскладывали руки и говорили, мы ничего не можем сделать, потому что за ним стояла прокуратура. Ну да, и ему отчитываться, писать потом. Отчитываться, садиться в тюрьму. По судам ходить, знаешь, там в прокуратуру ездить. Не очень интересно. А возвращаемся в 25-й с тобой. Чего можно ожидать от текущих польских выборов президента и как это, с твоей точки зрения, может повлиять на иностранцев? Понятно, у кого-то и есть обывательство, но большинство наших подписчиков — это люди, у которых карты часового побыту. Мы обцекраевцы тут. Бедняжки. Да. Я вон только что видео записывал, как мне в карте резидента отказали. Я слышал. Из-за каких-то там сплат, хаву. Кошмар. Я думаю, господи. И этот инспектор сидит передо мной, и она такая, видно, что она нормально, адекватная. Это еще повезло. Ну да, Бывает хуже. но она такая сидит, головой так машет, говорит, блин, тоже разводит руками, знаешь. Такой немножко офф-топик. Я помню, как я проходил всю эту вот дорожку. Да. У меня это заняло 12 лет. Вот с 2006 в 2018 году я получил гражданство. Вот. Правда, по дороге у меня были карта часового побыту, статус беженца, карта сталого побыту, и потом уже гражданство. А чем выше добираешься вот по этой ступеньке, тем они милее становятся, я так заметил. Когда я подавался на гражданство, они уже просто были, просто такие лапулечки. Вот. Они мне разрешили донести все документы. Потом там продлили мне срок на донесение документов, потому что я что-то не мог сделать. То есть такие вообще буси-буси, как говорят. Да. Ну и конкуренция там меньше, потому что до туда доходят не так много иностранцев. Да, туда уже единицы докарабкиваются на самом деле. Вот, поэтому они уже такие на расслабончике сидят. Что ждать от польских выборов текущих? Как я сказал уже в самом начале, мы находимся в самой-самой середине. Уже начинается все самое интересное. Вот станет немножко теплее, и начнется уже такая политика большая, уличная. Что нас ждет? Нас ждет, во-первых, большое шоу. Шоу, которое даже некоторые политологи польские называют президентские игрища. Не выборы, а такие... Как голодные игры, да? Да, то есть это как, знаешь, вот по аналогии как Олимпийские игры, да, там хлеба и зрелищ, вот здесь то же самое. То есть это будет большое шоу, большое представление, фестиваль обещаний, часто которые вообще невыполнимые. А это нормально, да? Тут тоже в Польше такая ситуация. Врать, к сожалению, да, политики любят везде. Часто даже не то, чтобы врать, а перевирать немножко, да. Например, во время президентской кампании традиционно президенту навешивают кучу всяких полномочий, которые он вообще не имеет. Например? Банальный пример. Это неделю назад один из главных кандидатов на данный момент, это кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, пообещал, что как только он станет президентом, то в течение 100 дней он понизит тарифы на электроэнергию на 33%. Все вообще люди, которые хоть немного представляют, как вообще функционирует польская политическая система, сразу начали ржать, потому что у президента вообще таких полномочий нет. Тебе не кажется, что он по поводу 100 дней косплеит кого-то с континента? Да, вообще, на самом деле, вот Потому что почему 100 дней? Эти 100 дней, они переехали вообще не только в Польшу, а во очень многие страны. То есть Трамп задал нарратив. Это не только Трамп. В Америке традиционно с каждым президентом так. У них акция 100 дней. Акция 100 дней, У них как в бедренке промоуция, да, такая? Типа того, когда проходит 100 дней, то начинают приглядываться, а что ты уже, сделал, а чего не сделал. Даже исторически, наверное. Да, так это вот уже много десятилетий. И это вот попереезжало в другие страны, Польшу. Звучит тоже хорошо, 100 дней, да, так, типа прям 1/3 года. Круглая дата. Это не как у Арестовича 2-3 недели, знаешь, вечно было. Бля, Арестович. Поэтому, да. Окей, будет веселье. Это будет проявляться в чем? Люди будут выходить на улицы. Будет весело, будет шумно. Смотри, я не вижу здесь, в отличие от Украины, допустим, я не вижу здесь реально большого количества наружной рекламы. У нас... пока.
Она будет. Она будет, да? она будет точно, будет? да, будут билборды. Уже даже есть некоторые, например, Славомир Мэнсон, который кандидат от... Это, который я говорил, Мэрилин Мэнсон. Мэрилин Мэнсон, простите. Мэрилин Мэнсон, да, это очень хорошая, кстати, шутка. Который вот от конфедерации, это вот эти вот такой вот провоки. Самое. Да, самые-самые. Он повесил свои билборды еще где-то в ноябре. Вот уже даже в Варшаве была парочка таких больших. Этой наружной рекламы будет больше. Но есть единственное, что с каждым годом ее становится чуть меньше, потому что ее эффективность падает. Мы, как предприниматели, понимаем, что вкладывать деньги надо в то, что эффективно. Да. А времена поменялись, и сейчас вкладывать деньги надо в интернет. В интернет, прежде всего, да. Интернет, правильная работа с алгоритмами. С инфлюенсерами, да, в том числе? Или тут Они сами инфлюенсеры. Например, Славомир Мэнсон, он сам инфлюенсер. Два важных у меня вопроса. Первое. Как здесь работает лоббирование? Разрешено ли оно здесь? Да. Второе. Кто платит за весь этот праздник? Если брать аналогию с США, то в США, мне кажется, это гениальная страна. Они придумали легальный способ, как можно заносить на выборы. Да, у них лоббинг официально разрешен. То есть мы как бы такие, типа, ты кто, SEO компании Apple? Или ты там еще какой-то миллиардер? Хочешь поддержать демократов? Пожалуйста, вот тебе расчетный счет. Бликом переводи, да, 15 миллионов долларов. Как здесь? Знаешь, на самом деле система в чем-то немножко похожа. Единственное, что здесь вот нет вот этого лоббинга такого, что какая-то корпорация пришла, дала там 100 миллионов, да, и все. И за 100 миллионов в Польше можно выиграть любые выборы, на самом деле. Здесь система немножко другая. Здесь люди могут приносить деньги партии. Не то чтобы в наличных, в пакетике нельзя. Вот. То есть пересылать, донатить, да? В коробке из-под ксерокса, как там было в 90-е в России, тоже нельзя. То есть можно только официальный перевод, очень грамотно описанный. Есть лимит по вплатам в течение года от одного человека. Насколько я помню, там что-то около 60 тысяч, по-моему. Я могу немножко ошибаться сейчас. Он не очень большой. Вот. Кстати, вот во многом благодаря этому у них получилось избежать вот этой олигархизации, да, как в некоторых других странах. Выборы проводятся за деньги партии. Вот. А партия где берет деньги? А партия берет деньги из бюджета. То есть оно распределяется пропорционально? Вообще система такая, что каждая партия, которая на выборах в парламент получила как минимум 3%, получает субсидию из бюджета. Она называется по-польски субвенция. Это выплаты каждый год. В зависимости от того, сколько процентов получили, чем больше процентов, тем больше выплаты. Поэтому самые большие партии, они самые богатые, естественно. Ну да. Плюс за кампанию в Сейм, парламентскую, да, кампанию, им из бюджета деньги возвращаются. Они приносят финансовый отчет, избирательная комиссия все его проверяет. Если там будет запятая не в том месте, это могут лишить вообще денег. То есть там очень все жестко обычно. И эти деньги возвращают. За президентские выборы деньги не возвращают. То есть это инвестиция. Ты как партия можешь думать головой и можешь более эффективно использовать рекламный бюджет. Да. Главное иметь хороших рекламщиков, хороших менеджеров, хороших политтехнологов. Насколько польская политика здесь оцифрована, как в США? Потому что в США она достаточно оцифрована. Я не знаю, как они во время этих выборов, допустим, даже, да, как они умудрялись быстро выдавать такую аналитику. Так, Техасский штат, город такой-то, они передумали. Причем вот причины и в пирожке в этом, да, вот причины, почему, как им это удается, и как будто они это рисуют. Нет, просто американская политика немножко другая. Там вот у них своеобразная система выборов, да, она там ступенчатая. То есть они не голосуют просто сразу на президента. Они не голосуют, у них ступенчатая система. Ну, она какая, что в Польше? В Польше все немножко проще, скажем так. В Америке просто, во-первых, выборы — это такое гигантское шоу, на которое идут такие огромнейшие деньги, что там бюджеты практически вообще не ограничены. Там идут миллиарды. За эти деньги любой каприз. Вот. Хотите такую вам там систему подсчета сделаем, хотите такую. То есть любая корпорация тебе сделает все, что ты захочешь. В Польше все немножко более просто, все очень тоже четко отработано. И обычно, в принципе, уже через 10 часов после окончания голосования мы уже знаем результаты выборов. Вот так же будет и в мае этого года, когда будут выборы президентские. Да. У нас 18 да, мая? 18 мая первый тур, а второй тур 1 июня. А второй тур будет на 100%. Который будет на 100%. То есть текущий президент, он победит с выигрышем а-ля несколько процентов. Текущий президент, он заканчивает свою службу и уходит на покой, поэтому будет президент новый, новоизбранный. Во втором туре
как обычно будет, я так ставлю, что примерно 3% разницы, 4 может быть. Вот примерно так оно обычно. То есть 50-50 практически, да. То есть там пара сотен тысяч голосов решает вопрос. Хороший блок разобрали с голосованиями, это тоже интересно. Как еще выборы в Польше могут повлиять на иностранцев, да, на жизнь здесь? То, что я недавно у себя в инсте выложил такой пост. Я его видел. Ты видел, да? Да. Ну, это типичный кейс. Там, пост от человека с аватаркой жабы, да, на польском. Либо котики какие-нибудь анимешные. Жабы, котики, да, они такое любят. В каждой шутке и ситуации есть доля правды, и действительно, с моей точки зрения, я 10 лет живу, ты там, почти 20. Интересно у тебя сейчас спросить, но за прошлые, пожалуй, давай возьмем такой временной промежуток 7 лет, я увидел вот эту вот качелю, когда в 2014-м поляки осознали, что, допустим, я сейчас про украинцев, да, что есть отдельно украинцы, есть русские, они как бы окончательно и бесповоротно поняли. Хотя бы, да, сепарировали эту историю. Большое принятие, поддержка. Потом так чуть-чуть вниз, мы оставались здесь. Потом после полномасштабного это вверх. Сумасшедший подъем. Это была жесть, да. Да, очень. Сумасшедший подъем. Ну, ты был в Польше, да, на этот момент. И потом мы скатывались. И в один момент я даже увидел такие нарративы по типу там, вот мы их тут кормим, мы там туда-сюда. Я так понимаю, это вот эти, да, говорили? Это вот эти. Вот те, да? Это вот те, да. И как бы и ситуации как будто больше увеличилось, да, всяких в трамваях, и бытовой вот этот контекст в трамваях, еще в чем-то, он как будто тоже увеличился. Бытовая ксенофобия. Да. Я вот сюда приехал в студию сегодня с работы, и за час до выхода с работы у меня был клиент, который мне 20 минут втирал антиукраинскую тираду. Ага. При этом он знает, что я белорус. Вот. И я сидел, а причем самое просто ужасное, что это постоянный клиент, которому не могу сказать. Вот. И я сидел так, честно, так покивывал головой, да, типа, окей, хорошо, идите, пожалуйста, уже отсюда. Смотри, знаешь, какую шутку мне, комментарий какой мне написали? Самое обидное, это когда поляк кричит, там, «Przejebane украинцы спирдалаючи стонт, а ты белорус». Это, кстати, да, на самом деле интересно. Я ни от одного человека ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал «спирдали на Беларусь». Да, не рад, я тоже не рад. Просто, на самом деле, для поляков мы все... Они вот отсепарировали нас от русских, белорусов тоже отсепарировали более-менее. Да. Вот. Но между собой они нас вообще не различают. Хотя мы на самом деле очень разные, но для них мы на одно лицо. Но это, в принципе, на самом деле, когда поговоришь с англичанином и рассказываешь ему про Польшу, он на себя смотрит стеклянными глазами, потому что у него вот все, что на восток от Германии, вот это уже все красное, и балалайки, медведи, и шапки-ушанки. Да. На самом деле. Им очень тяжело вообще объяснить, что здесь есть вообще очень много стран, очень многие друг друга ненавидят, и вообще, на самом деле, у нас вот котел. Да, и некоторые страны больше, чем Англия. Многие страны больше, чем Англия, по размеру. Да. С этой ксенофобией произошла такая фишка, что вот я очень хорошо помню день 24 февраля 2022 года. А у меня просто с 8 утра развивался телефон, мне звонили все мои знакомые поляки, потому что для них было так, что раз я белорус, значит, я знаю, что надо делать в помощь Украине. Вот. Ну, в принципе, они хорошо звонили, потому что я хотя бы хоть немного представлял. Вообще, ты больше представлял однозначно, да. И это была просто такая волна просто охренительнейшей солидарности, что, честно говоря, полякам вот просто браво, молодцы. На самом деле, в тот момент вот поляки списались лучше, чем вообще любой другой народ. Кто-либо в мире, я бы да так вообще, сказал. Польша приняла на себя основную миссию. Вот помощи. Удар такой, да? Да, то есть каждый день были прямые трансляции с границы, там, просто на границе понятно, что творилось. Вылилось это в то, что была просто, невероятная любовь к украинцам. Вот. Столбики вот поддержки выстрелили. Каждый год, на самом деле, в Польше проводится такой опросик. Вот. Да. Как вы относитесь к разным там группам национальностей? Украинцы просто там были... практически в самом топе. Топ-3 точно. Да. Но я уже на тот момент, честно говоря, зная поляков, вот, и зная вашу с ними взаимную довольно сложную историю, тогда говорил там даже своим знакомым, что вы посмотрите, что будет через пару лет. Типа вот. Так будет не всегда, да? Так будет не всегда, к сожалению. Почему? Потому что то, о чем я говорил в самом начале,
поляки не привыкли к такому количеству иностранцев. Даже из близких стран, культурно близких. Какие-то моменты со временем начинают раздражать. Разница менталитетов, где-то, знаешь... Незнание этого польского, да? Кстати, да, незнание польского, кстати... Оно их раздражает. Ты согласен с этим? Или мне Очень показалось? раздражает, серьезно. Что такой вопрос? А тебя это как поляка раздражает, чтобы украинцы, белорусы, польский не знают? Не проскакивала ли у вас такая мысль, молодой человек? Типа, ну, ребята, ну, камон, ну, вы же могли польский выучить. Ну, вы же тут уже живете по 3 года. Я в нашем подкасте много раз говорил зрителям, что, ребята, учите польский язык. Это вам так поможет, серьезно. С высоты человека, прожившего здесь столько лет и имеющий гражданство, я очень часто подчеркиваю, что у меня есть два мнения. Мнение как белоруса и мнение как польского гражданина. И как польский гражданин я могу сказать, что раздражает. Знаешь, когда видно, что человек старается, пускай у него будет акцент, естественно, это нормально. У меня тоже иногда проскакивает акцент. Сразу отношения хорошие. Иди там обниму, все, давай там. Да, то, что ты видишь, что он старается, да? Да, ты видишь, что человек старается, что он уважает эту страну. Вот. А поляки очень любят, когда их страну уважают, любят и ценят. Вот. Ну, это, в принципе, нормально. Я думаю, каждый из нас за свою страну всеми руками там и ногами. Ну, французы, ты знаешь, да, про французов? Они, например, в принципе с тобой я только на французском. Хорошо знаю, да. Я там каждый год там бываю на Лазурном берегу, и они принципиально не будут говорить с тобой по-английски. Да. Была вообще одна такая фишка, где-то в отеле на Лазурном берегу. Нам надо было там что-то там на ресепшене спросить. Нам ответили нормально по-английски. На следующий день утром мы тоже спускаемся и что-то хотим спросить, а эта же девушка с нами не говорит тоже по-английски, потому что закончилось ее рабочее время. Все, нормально, все, иди нахрен. Да. Вот. Возвращаясь к полякам. Возвращаясь к полякам. Учить язык обязательно надо. Вот, это очень сильно помогает. Националистические настроения стали накапливаться вот как снежный ком вообще. И вот последние, это видно, года 2 особенно. А вот последние 2 года. Да. А последний год еще хуже стало. Даже я услышал с передачей на Украину. Вот. Это было там год с небольшим назад. Клиентка на работе. Что ты почувствовал в этот момент? Как человеку, которого уже 10 лет почти. Знаешь, мне было настолько обидно в том плане, что я гражданин этой страны, да, то есть куда могу спердалить. Сказал, причем я ей этой женщине сказал, говорю, у меня прапрадед поляк, которого коммунисты расстреляли, я польский гражданин, а тут говорит, куда ты? Вот, она назвала меня хамом. Ну, вот. А она тебе сначала спердалась? Да, она сначала мне сама сказала, вот, да, отправляйся там, вот. Да, интересная ситуация. Как еще выборы могут повлиять, выборы президента могут повлиять на это? И давай сейчас спустимся опять на землю, на текущий контекст. Кто у нас оппоненты, да, основные? Я так понимаю, это, как и во всех странах, 2 человека? Ну, самые главные 2, и к ним еще подбирается уверенным шагом 3. На самом деле, кандидатов в данный момент, по крайней мере, тех людей, которые объявили, что они хотели бы, вот, около 20. Вот. В результате, после регистрации кандидатов, останется примерно там 10, может быть, чуть больше. Потому что надо собрать 100 тысяч подписей. Вот, не каждому это под силу, на самом деле. Из них, скажем так, вот можно выделить 5 главных, и остальные, которых я называю президентский планктон. Они там себе там в песочнице своей сидят, ковыряются, у них там от 0,5% до 2% поддержки. У нас, настолько мало. Настолько мало. Поэтому и планктон. Они такие малюпасенькие, они практически ничего не значат. У нас в Украине была такая тема, это кандидаты, которые уводят голоса, как-то так. Я точно не помню эту конструкцию, как она работает. Но у вас это часто бывало так, что специально просто выдвигали такого человека, чтобы подтянуть от кого-то. Специально, чтобы оттянуть голоса, вот как-то это работало. Здесь такого, вот таких фишек нет на самом деле. Это такие уже довольно грязные, скажем так, политтехнологии. Конечно, да. Ну, как бы в политике все способы хороши. Вот. И есть, короче, 5. 5 тут большая 5. Там вот эти вот все вот партии, как я вот раскладывал на палитре. Да. Вот от левых начну сейчас. Есть Магдалена Беет. Это молодая девушка, одна из таких ярких представительниц левых. Вот. Но ее поддержка, если она берет 5%, то я в букмекерской конторе выиграю пару сотен злотых. Затем идет гражданская платформа, от которой главный кандидат, и это один из 2 главных фаворитов, Рафал Трzaskowski. Я думаю, ты слышал это имя, эту фамилию, мэр Варшавы. Да. Вот, тоже довольно харизматичный и довольно молодой человек. Это правда, что он чуть не выиграл выборы президента? Да, они там вот буквально вот так вот потерлись друг от друга и там отскочили с небольшой разницей. Там... Интересно.
меньше, чем 2%. Ну, насколько мне я поляки был. его, например, хвалили. Опять же, возможно, потому что я общался с людьми, которые живут в больших городах. Вот, в больших И в городах у Варшаве, него и в поддержка Кракове. огромная. Да. Вот, в Варшаве во втором туре, я так думаю, что за него проголосуют, возможно даже 80%. Хорошо, есть он. Дальше. Вот есть он, да. Потом идет центр. Тут Шимон Головня. Вот, он такой центрист и пробует играть в центриста. Вот. У него был «Звездный час» чуть больше года назад, когда вот поменялась власть в стране, и он стал спикером Сейма. Он же шоумен. Вот, он очень много лет вел «Мам Талент» в ТФУН. То есть такое вот шоу песенное. Знаю, да. Да, плюс он очень известный публицист. Он выстрелил просто как звездочка. Вот, даже многие говорили, что перед нами новый президент. Все, можно выборы не проводить, закрываем лавочку, вот Шимон Головня будет нашим вождем, да. Но он очень быстро сдулся, и сейчас у него там поддержка там 7%, 8%. Вот. Потом идет «Право и справедливость», и тут у нас второй фаворит, это Кароль Навроцкий, который вообще на самом деле не политик, он вообще человек из вне партии, но связан с ней. Вот. Очень консервативный человек. Он шеф, есть такая организация, Институт поменьше народовый. В Украине есть очень подобное. Это институт, который занимается расследованием преступлений против народа коммунистическими властями, нацистскими властями, и так далее. Отдельная структура, да? Да, такая отдельная структура. Он историк. Вот они выбрали его, потому что он не запятнан, типа. И есть конфедерация, и вот там Славомир Мэнсон, это очень молодой политик, звезда ТикТока. Он реально звезда? То есть Он звезда сколько у него ТикТока, у подписчиков? него все очень хорошо получается. Вообще Полетело, ребята из конфедерации, там вообще на самом деле очень молодые люди. У них средний возраст это там 30-35 вот, лет, там 37 примерно. Хотя это интересно, потому что для таких политических взглядов, мне кажется, наоборот, должны быть постарше люди. Ну, вот как раз-таки нет. Это такие новые правые, которые вот по всему Новые миру поднимают голову. Такой немножко и популизм, скажем так. Вот, антииммигрантские настроения. Да. Польска для поляков у нас тут? Польска для поляков это вот тут. Вот да, тут. да. Здесь это очень жестко, Польска для поляков. И они, молодые эти ребята, по 30-35 лет, они нормально так жестко на это топят. Да, они за это топят. Да. Это я сейчас без эмоциональной окраски какой-то. понимаю. Я хочу сухие факты, да, понять. Да, Польска для поляков это вот здесь. За кого ты будешь голосовать? Это можно обсуждать? Сейчас поговорим. А вот ПИС это Польска для поляков, ну и могут быть белорусы и украинцы. Ага. Вот, скажем так. Ну и чем больше мы движемся туда, в ту сторону, тем более мягкое отношение, да. То есть там уже мы принимаем... Ладно, не буду шутить. Левые готовы принять всех. Все, я понял. Принято в Польше в семьях, в обществе обсуждать, а за кого ты будешь голосовать. Это еще как принято. А ты за кого? Я боюсь себе представить, сколько морд было разбито во время последнего сочельника перед Рождеством в польских семьях на фоне споров про политику. Вот. Споры про политику в Польше это просто... Тогда мы точно похожи. Как основа вообще основа всего. Вообще есть такое выражение «польско-польская война». Вот. Поляки шутят, что польско-польская война — это война, которая длится дольше всего на свете. Есть даже карикатуры, где там крестоносцы, там эти крыжаки, да, Тевтонский орден, стоят на горе, там типа смотрят на поле, а там поляки между собой. И они такие стоят, и один другому говорит: они без нас начали. Это вот очень прекрасно показывает вообще, что происходит. В каждой семье есть обязательно какой-нибудь человек, который поддерживает право и справедливость. Да. Вот есть обязательно какая-нибудь, часто это девушки молодого возраста, которые поддерживают левых, и есть какой-нибудь парень молодого возраста, который топит за конфедерацию. Вот. И ему сидеться за одним столом бывает очень тяжело. И заканчивается иногда чуть ли не мордобоем. Чем ближе к выборам, тем больше будет обсуждаться это между Чем людьми. ближе к выборам, тем оно все будет горячее и горячее, и вообще будет просто нарастать вот эта поляризация между людьми. Хорошее слово, поляризация. Да, поляризация общества. То есть вообще такое... даже не то чтобы злость и гнев, а вот такое желание набить морду, но при этом не набить морду, знаешь. Вот. Я бы сказал даже так, четкое проявление своей позиции, да? Это для поляков очень свойственно. Свойственно. Да, так же, как для украинцев. Вот в этом плане видно, что просто в двух странах есть нормальная политика. Тогда давай про лозунги, обещания и нарративы. Вот возьмем в кого? Топ-3?
лучше топ-2. Давай, да, топ-3 не будем распыляться, потому что слишком Не, у меня тут было мы берем топ-2 или топ-3. Я думаю, что топ-3 имеет смысл. Топ-3, давай, рассказывай, какие нарративы? Топ-3, да. То есть начнем со слова Мира Мэнсона. Это вот человек, который вот такой... Он же Мерлин Мэнсон. Мерлин Мэнсон, да. Вот. Короче, это молодой человек с очень консервативными взглядами. Да. Когда-то, пару лет назад, он сказал, что его взгляды такие: нам не нужны аборты, геи и Европейский Союз. Вот, то есть все это должно быть out, да. А потом он немножко одумался и сказал, что, геи вообще не очень-то и мешают. Вот, аборты, можно разговаривать где-то что-то, вообще нежелательно, но если что, поговорим. Евросоюз нет. Вот они очень антиевропейские, да. И антииммигрантские при этом. Да. Вот. У них... Твой, кстати, товарищ спрашивал про Брауни, Гжогас Браун. Да. Я его называю... Он же Брауни, да. Да, я его называю пангачница, огнетушитель. Вот. Я не знаю, видел ли ты, он чуть больше года назад в Сейме потушил еврейскую минору огнетушителем. Угу. Вот. Это разлетелось просто по всему миру, как просто такой, знаешь, акт антисемитизма в Сейме. Вот. Это так, жестко. Кринж. На самом деле, такой кринж. Вообще, на самом деле, это кринж и очень опасно с точки зрения отношений с США. Вот. Но это уже ладно. Это уже опустим. Кстати. Потом идет... Сейчас рубрика «Короткие вопросики». Почему для них важна история как это называется, если там был Brexit, то здесь что? Полексит. Полексит, да? Почему это важно? То есть что они... Какой тут... Какой оффер для поляков? Да? Оффер для поляков, на самом деле, мне не совсем ясен, потому что в моем понимании, как только Польша выйдет из Евросоюза, то тут свои ножки раздвинет Россия, матушка, и скажет: идите ко мне, дети мои. Мы вас поддержим. Да, мы вас примем, поддержим в лоно свое, вот, скажем так. И это произойдет просто очень быстро. Да. Вот, достаточно посмотреть на соседнюю страну на востоке от Польши, да, что с ней стало. Почему они так... антиевропейская, потому что вырастает новое поколение людей, которые не помнят, как было до Европейского Союза. Польша в Евросоюзе 21 год, то есть вот уже есть поколение взрослых людей, которые вообще не помнят, как это было. Даже те, кому 25 и там 30, они... Вот, они даже слабенько помнят. Да. Они не помнят, что такое, когда надо было, чтобы поехать в Англию, оформлять визу, разрешение на работу. Когда сейчас... в очереди за колбасой стоять надо. Это тем более, да. То есть сейчас, вот я, как гражданин Польши, сел в самолет, полетел в Португалию и пошел устроился на работу просто с марша, да, то есть не надо ничего оформлять. Они этого не помнят, они этого не знают. Им кажется, что Европейский Союз — это какая-то такая непонятная структура, которая хочет только не то чтобы забрать, а, знаешь, типа гайки закручивать всем. Вот, в этом, конечно, есть немножко правда, потому что Евросоюз, он такой, немножко такой зарегулированный, скажем так, и с этим надо тоже что-то делать. Вот. Плюс еще один момент. Евросоюз для Польши сделал просто невообразимое добро в том плане, что сюда такие деньги влились. Я вот только хотел спросить, вот эти все таблички с полфинансирования, с европейским. Да. Зайди в любой парк. Ходишь по Варшаве, едешь трамваем, заходишь в трамвай, там табличка, да, полфинансована. Заходишь в больницу, больница построена за деньги ЕС. Да. Вот. И очень многие люди, именно вот из молодого поколения, потому что у них избиратели в основном молодые, они просто вообще забыли это, как оно было. Как они это могут не понимать? Вот это меня почему-то триггерит, понял, этот момент? Я тут как бы на птичьих правах, но... Это, мне кажется, просто у них просто нет вообще понимания, что такое оказаться вне Евросоюза. Я, как бы очень сильно связан с Англией, да, и я просто вижу на своих глазах, как там пошло после Брексита. И кстати, да. Вообще, если нашим зрителям, слушателям будет интересно, и они захотят и дальше слушать про политику, про Брексит я могу рассказать очень много, но это тема на отдельный выпуск. Там интересно, на самом деле. И у Англии и Польши тоже есть своя взаимосвязь. Мы в следующем подкасте поговорим про США, да, и Польшу. И там тоже есть связь. Да, с Англией тоже связь есть. И про Англию, на самом деле, тема довольно интересная. Скажем так, из первых уст могу там накидать интересных историй. Класс. Пишите слово «Англия» в комментариях, если вам интересно послушать такой подкаст. Зафиксировали. Мне стало очень понятно. Вам, ребята, тоже, надеюсь. Я очень надеюсь. Идем дальше. Так, одного из трех мы уже обсудили. Следующий у нас Кароль Навроцкий. Мерлин Мэнсона обсудили дальше? Мерлин Мэнсон, потом идет Кароль Навроцкий. Да. Это вот тот дядя-историк, который баллотируется с поддержкой партии Ярослава Качинского. «Право и справедливость». Его взгляды немножко другие, скажем так. Вот, например, у конфедерации, где Мерлин Мэнсон, если речь идет про экономическую составляющую, то там вольный рыночек. Вот, то есть либертарианство такое. Как можно меньше налоги.
Ну да. Можно меньше вмешательства государства. Вот, на самом деле, звучит звучит очень прекрасно до тех пор, пока твоя девушка не захочет сделать аборт. Вот, потому что всегда надо помнить, что есть, скажем так, людоедские некоторые такие взгляды, которые просто перечеркивают все остальное. Все остальные плюсы, да. На самом деле, для каждого этот людоедский пункт, он свой. Да. А потом идет вот этот Кароль Навроцкий. У них, во-первых, они недавно правили. 8 лет «Право и справедливость» правила. Вы это тоже помните точно? Я это застал, да. Да, вы это застали, то есть, получается, в 2015 году, как я понимаю, приехали, да? В 2015 я как раз приехал. Вот как раз как начали они править. И как люди, которые ведут бизнес, вы наверняка помните начало 2022 года. Я помню польский лад. Вот именно эта вещь. Он очень сильно ударил. Он ударил просто вообще, во-первых, в нормальной стране, в нормальных условиях, в такой ситуации правительство идет в отставку нахрен. Потому что, извините, но то, что было, это просто жесть. Да. И это я говорю я, как человек, который занимается, на самом деле, микропредприниматель. Как с и маленькой, с маленькой семейной фирмой. Вот, но по мне это ударило и финансово, и организационно, и так далее. И Зусова. Господи, я увидел сегодня новые ставки ЗУСа на этот год. На этот год, завтра платить надо. Мне поплохело немножко. Ты знаешь, у меня была сейчас история. Я помогал знакомому продавать машину. Он там польский не сильно знает, и полька покупала эту машину. А он предприниматель? Да, он предприниматель, но тут история, тут юмор в другом. И я ему помогаю, я с этой пані начал общаться. Там что туда-сюда, она, прошу пана так bardzo dobrze по польскому mówię. Я такой, я так, что-то там понимаю. Она говорит, чем вы занимаетесь? Я говорю, вот этим мы помогаем, спира мы там. То есть я прям такие синонимы, инспирация, вспирание. Ты хороший продавец. Да. Я это все рассказываю. И она говорит, ты знаешь, там деньги. А я, говорит, в ЗУСе работаю. Я такой, добрый вечер. Я говорю, мы вас знаем. Я говорю, мы вас знаем. В Варшаве? Она говорит, да, в Варшаве, в ЗУСе. Вот каждый день хожу туда. Контакт взял? Я хотел взять контакт, но я говорю, вы знаете, а как так получилось? Так мне просто расскажите. А мы стоим тупо на паркинге, как понял? Так получилось, как вы опустились до того, что работаете в ЗУСе, да? Да, мы стоим на паркинге, понял? Минус 2 этаж, связи нет. И вот это у нас такой диалог, чтобы ты понимал. И периодически датчики тухнут света, и у нас выключается во всем паркинге свет. И она просит свою дочку, чтобы она прошлась, чтобы загорелся свет. И у нас такая дискуссия. И я говорю, вы понимаете, это как-то странно. Тут ПИТ. И я начинаю жаловаться. И говорю, я специально. И я говорю, есть ПИТ налоги, есть ЗУС налоги. Она такая меня слушает и говорит, прошу пана, ПИТ, то есть податок, а ЗУС складка. Да, вообще да. Я это знал, но я про это забыл, и я, знаешь, под все одну гребенку, говорю, податки тут, и тут. И она такая, ПИТ — это податки, а это складки. И она мне такая, знаешь... И так... Не, она мне не показала, но я тогда такой, знаешь, она мне такая, это складки. Я такой, понятно. Я говорю, ладно. Вообще, на самом деле, знаешь, когда они ввели этот гребаный польский лад, они столько сделали новых обязанностей иногда предпринимателям. Например, у меня рычаут, да, то есть рассчитываюсь по расчету. Да. И я до 22 года не должен был подавать ежемесячную декларацию. А сейчас мне ее надо подавать. Страница, которая адский ад и адище для всех предпринимателей, ЗУС ПУЭ. Вот это страница, которая родом из 93 года, ее с тех пор ни разу не реформировали. Короче, она просто отказалась принимать мой профиль Зауфана, и мне 1,5 года приходилось ездить в ЗУС каждый месяц. Я матерился. Причем они мне сочувствовали и сами говорили, что просто наделали им столько работы дополнительной, что они сами, на самом деле, не рады всему этому. Да. Возвращаясь к нашим баранам, я сейчас отплыву и начну еще проповедь про налоги читать. Кароль Навроцкий. Если речь идет про взгляды такие мировоззренческие, как я их называю, да, то тут, скажем так, они запретили аборты, но при этом очень осознали свою ошибку. То есть у них рухнула поддержка на 10%. Это очень много. В одночасье, буквально за 2 дня. И с тех пор она не восстановилась. Они просто потеряли голоса женщин, очень многих. И в последнее время они это говорят, может быть, надо бы вернуться к тому, что было до 2020 года, как-нибудь мы там подумаем, а вдруг что-то решим. Да? Но в других
плоскостях. Там все такое довольно консервативное. Они очень тесно связаны с костелом. Причем с костелом связано настолько, что просто вот как срослись. Да? То есть очень часто, например, в течение последних 10 лет можно было услышать про такие ситуации, что перед выборами на воскресной мессе ксенц выходил и начинал всирать, что идите голосовать вот за вот этих и этих. Да. Что, как бы, я так понимаю, наверное, даже запрещено, да, в Польше? Ну, И нет, неэтично. это не запрещено, это просто скорее вопрос Просто такой это чисто этики. Ну, как бы костел, политика, ну, зачем мешать? Да. Да. Ну, им это нравится. Если речь идет про экономику, то там такая социалистическая экономика. Это как? Объясни. То есть большая роль государства, большие государственные инвестиции, большие государственные проекты, укрепление государственных монополий, типа, например, Орлен, самая такая известная. Легкий авторитаризм, то есть попытки... С ноткой. Такой с легкой перчиночкой авторитаризма, да. Попытки подмять под себя там некоторые средства массовой информации, например. Некоторые такие законы типа оскорбления чувств верующих, например. Вот. Трансформировать эти законы, да, каким-то Нет, в смысле, что ввели их и четко их придерживались. Даже там таскали некоторых людей по прокуратурам там, за карикатуру, например, какую-нибудь. Ага, окей. Были такие случаи. Мэрилин Мэнсон есть с этим Джеки Чаном, все понятно? Кароль Навродский, Идем Джеки дальше. Чан. Третий пассажир. И последний пассажир. Это Рафал Трzaskowski, это вот мэр Варшавы. На самом деле, ну, вообще он, типа, считается главным фаворитом. Но, скажем так, время покажет. До выборов еще ровно 3 месяца, кстати. Да. Ровно 3 месяца до выборов. Поэтому все может случиться. У нас в конце будет рубрика «Вангую», поэтому мы обсудим. Надо было карты Таро взять с собой хотя бы. Вот. Стеклянный шар можно принести. Если вот сказать про него, в плане экономическом, вот, у них подход такой довольно либеральный. Здоровый, довольно либеральный консерватизм западный. То есть не повышать слишком сильно налоги, хотя они пару раз доделали. Вот, они, например, подняли ВАТ в 2010 году с 22% на 23% и сказали, что это временно. Временно уже тянется 15 лет. Ну да, временно. Ну, нет ничего более постоянного, чем временное. Да. Они сохранили вот пособия всякие, которые поводило «Право и справедливость», ну, потому что люди к ним привыкли, и каждый, кто заберет эти пособия, сразу полетит в турбу. А-ля 800 плюс, ты про это? Ну, типа 800 плюс, ну, там еще куча всяких разных вещей, да. Вот. А в плане мировоззренческом, это тоже такие либеральные, но не сильно левые. То есть, например, аборт они там предлагали разрешить, вот, но не договорились со своими коалициантами. То есть даже вот, внутри себя не договорились? Даже внутри вот своей коалиции они не смогли вообще никак договориться. Да. Отношение, например, к мигрантам, у них такое отношение чуть полегче. Просто вообще в целом Польша антимигрантская страна, да. Но у них такое более мягкое отношение. Конечно, это не касается мигрантов из, например, арабского региона и Северной Африки. Да. Тут, как говорится, единогласно, да, у всех? Да, тут вот, ну, кроме левых. Вот левые там... Еще как-то окей? Готовы, типа, там, да, скажем так, приезжайте, там, инженеры и врачи. Остальные на все блукарт. На блукарт, да. Вот остальные все так скорее все-таки на нет. У них такой подход, скажем так, знаешь, такой, мы за все хорошее против всего плохого. Вот, типа так, вот очень, очень размыто. И он считается на данный момент главным фаворитом. Не знаю, какую ты ему кличку придумаешь. Ну, у нас было все. Мэрилин Мэнсон, Джеки Чан и пассажир. Пассажир. Окей. Да. Отлично. Мне больше всего этот нравится и чисто интуитивно. Вот я тебя выслушал, и чисто интуитивно, вот пятым чувством или шестой точкой я чувствую, что вот это он. Я ставлю на то, что... Короче, я закладываю хату на него. Давай так. Ну, скажем так, знаешь, я видел букмекерские данные. Какие коэффициенты? Я видел букмекерские данные, по-моему, позавчера я смотрел. Да. И, короче, букмекерская контора, которая очень четко предсказала результаты выборов в США, дала 72% вероятности вот пассажиру. Вот, так что на данный момент это все так выглядит. Ты тоже, да, думаешь, что это он? Ну, вот сейчас, так, в точке А. Именно на данный момент, вот на сегодня, 18 февраля 2025 года, ну, скорее, да, скорее вот он именно имеет наибольшие шансы. В завершении. Ты считаешь, это хорошо, это норм для Польши? Или это будет... Знаешь, в целом я считаю, что это норм, потому что у них взгляды, у его партии, у него взгляды проевропейские. Все-таки сторонник того, что Европейский Союз не надо разрушать. Возможно, там с ним надо поработать, знаешь, там гаечки подкрутить, смазать хорошенько, вот, поработать над какими-то там принципами. И оно все будет дальше работать еще парочка десятилетий отлично. Мне по взглядам именно ближе к
нему. Это был сильный, глубокий разговор. Спасибо тебе за это. Ссылки, ребят, на канал ребят Кирилла и партнера, собеседника, да, твоего, мы оставим под видео. Переходите, подписывайтесь, если вам интересно больше узнать про польскую политику. И не только, да, польскую? Вы расширяете там? Ну да, у нас вообще, ребят, да, у нас основа это польская политика. Мы ведем подкаст На белорусском языке. Именно, да, на белорусской мове. Но я думаю, что нашим слушателям, зрителям с Украины белорусская мова будет понятна. Я прекрасно понимаю украинскую мову, поэтому я думаю, она действует взаимно. Ссылки вы найдете в описании под этим видео. И если вам понравится и наш подкаст, то мы существуем благодаря краудфандингу, поэтому можете там также нас поддерживать. Ссылки вы все найдете на нашем канале. Да, можете там прям задонатить и поддержать ребят. И подписывайтесь, конечно. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.